Всем привет, друзья! Вы на канале «Мы в Испании». С вами вновь Татьяна, Алексей. И тема сегодняшнего нашего ролика будет «4 года в Испании. Мы живем». И как наш, собственно говоря, испанский язык. Овладели мы им, не овладели, почему, где, как. Вот об этом сегодня я вам расскажу, потому что это частые вопросы на нашем канале. Итак, что же у нас на сегодня с испанским языком, с Алексеем и с нашими мальчиками? Вот иногда вы нас спрашиваете, как-то были вопросы, что лучше, начать изучать испанский язык уже в своей стране перед приездом в Испанию, или же приехать сюда и здесь уже начинать изучать испанский язык. Но мы вот так вот задумались и думаем, а как же было у нас? Вспомнили. Мы начинали изучать испанский язык уже в своей стране, в Санкт-Петербурге. Мы взяли уроки преподавания индивидуальные с носителем испанского языка. Он занимался с нами раз в неделю. Анхель занимался, одно занятие длилось там 1,5–2 часа. Изучали теорию, разговаривали, грамматику, все. Но знаете, какой был минус, наверное, в этом? Во-первых, мы ходили раз в неделю. Во-вторых, потому что было много дел, работы. Во-вторых, конечно, когда мы с Алексеем, наговорившись там, все понимая, выходили на улицу и попадали в русскоговорящую среду, то, соответственно, такого вот закрепления у нас не было. Да, мы дома делали, я вам потом покажу книжки у меня с собой, по каким мы изучали испанский язык, который я привезла сюда тоже. Там и практические занятия, и грамматика, и диск, и много разных онлайн-занятий. Но минус, наверное, был в том, что, вот, как я уже сказала, выходя на улицу, мы не встречали там, естественно, носителей. Ну, откуда носители в Питере, да? И вот это все сразу у нас шло как-то до следующего занятия вниз. Да, мы учили какие-то слова, да, мы делали дома занятия домашние, прослушивали что-то. Но поскольку нет времени, нету носителей, все это у нас осталось, наверное, на таком уровне А1, А1+, больше для бытового использования. Про детей. Что наши мальчики? Наши мальчики ходили в гимназию. Так получилось, что еще не зная о том, что мы будем жить в Испании, я выбрала им гимназию с испанским языком. Английский, испанский язык. Они, конечно, там изучали испанский, но тоже так, знаете, не очень, потому что это тоже уроки, это сопряжено там с оценками, вечно какие-то задания, что-то такое не очень интересное. Ну, как всегда, в общем-то, не очень хочется это изучать, потому что они не понимали мотивацию, для чего им это нужно было. Поэтому, был испанский какой-то так, не сказать, что прям идеально. И вот с этим багажом мы приехали в Испанию. То есть, что у нас было с Алексеем? Мы могли пойти в кафе, в магазин, заказать себе что-то, рассчитаться и спросить что-то. Такое не очень серьезное, поэтому, конечно, с нами всегда были, как я их называю, помогалы за деньги, которые нам переводили, которые помогали переводить при устройстве ребенка в школу, ходить в онтомиенты, то есть это в муниципалитет, решать какие-то вопросы такие более серьезные. Что-то простое мы, в принципе, справлялись сами. Нам достаточно было вот этого уровня А1, А1+, так условно. Какие-то, знаете, в основном у нас были такие походы на рынок, в магазины, в кафешки, как я уже сказала. Вот там мы прекрасно справлялись. То есть нам этого хватало. Поговорить по телефону нет, мы не могли. То есть нам нужна была посторонняя помощь. Что у нас появилось в Испании, сейчас я вам расскажу. Приехав в Испанию, мы, естественно, у нас младший пошел в колледж, стал изучать там испанский язык. Немножко нам облегчило это, потому что что-то нам уже начинал он переводить. Но вначале, конечно, было тяжело. Я помню книжки, которые мы с ним смотрели там по истории, по географии, по физике. Все надо было переводить с переводчиком, с Google. Достаточно сложно было первые полгода. Затем, конечно, уже стало немножко полегче, потому что он нам начинал помогать уже что-то переводить. Хочу сказать, что дети, вот кто волнуется, кто едет с детьми, они быстрее все это дело схватывают в силу своего молодого организма, свежего мозга, какой-то неотвлеченности на другие бытовые проблемы. Плюс это среда, все-таки они попадают в среду детей и преподавателей с тем же языком, то есть с носителями, языком страны. И становится, конечно,
ну, им быстрее они овладевают, поэтому не волнуйтесь, если вы едете с маленькими детьми, что ваши дети не будут как-то хорошо изучать язык. Это гораздо проще у них и быстрее проходит, вот судя по моим наблюдениям. Потом приехал старший сын, он пошел у нас на курсы в университет Аликанте. Там, конечно, очень сильные курсы языковые. Я сейчас ничего не рекламирую, просто вот рассказываю тоже наш опыт. Очень сильные преподаватели, по 4 часа в день они занимались 5 дней в неделю, плюс у них был конверсасион, вот в эти 4 часа входил час. Это разговорный такой навык, и, конечно же, он дошел до C1, закончил C1, получил множество дипломов, и самое главное, он получил опыт широкого общения на испанском языке по темам различным, политическим, географическим, историческим, бытовым, всяким разным. И теперь он действительно наш переводчик просто. Опять-таки, поскольку у нас дети знают испанский язык, мы с Алексеем немножко притормозили свое развитие в испанском языке, потому что нам есть кому звонить теперь по телефону. Это наш сын старший, он звонит прекрасно со всеми службами, общаются, записывает нас к врачу, отвечает все, решает все бытовые проблемы наши. То есть это наша палочка-выручалочка. Если мы куда-то идем, это младший тоже может поговорить на испанском языке. Поэтому вот буквально, наверное, в этом году мы с Алексеем решили, что все-таки нам нужно заниматься и своим тоже языком, испанским, поскольку мы здесь постоянно живем. Нужно прокачивать, естественно. Недавно я проводила в сообществе во вкладке опрос небольшой. Кстати, спасибо всем, кто участвует активно в сообществе. Это помогает нам немножечко знать разные вопросы, что думаете по этому поводу вы. И вот в этой вкладке сообщества я задала вопрос, как многие из вас изучают испанский язык. Первое место – это, конечно же, изучение в среде носителей языка. Я думаю, что да, действительно, там овладеваешь больше и лучше испанским языком, когда люди с тобой говорят. Это может быть учебная среда в школе, в университете, на курсах, соседи, рабочий коллектив. Конечно, это может быть друзья, я не знаю, семья, новые родственники испанские. Конечно, там быстрее овладеваешь знаниями испанского языка, если ежедневно разговариваешь на нем. В принципе, это как в любом языке. Второе место – это индивидуальные занятия с преподавателем. Тоже, наверное, классно, если здесь, может быть, каждый день или через день заниматься индивидуальными уроками. Ну и третье – это, по-моему, онлайн-занятия, а также курсы языковые, бесплатные, которые есть здесь в муниципалитетах. Ну вот такая статистика. Ну, кстати, я вам обещала в начале этого ролика показать книгу, по которой мы занимались еще в Питере. Эту книгу можно купить и здесь. Опять-таки, это не реклама. Значит, А1, А2 мы покупали в школе, где мы учились, индивидуальные занятия с преподавателем. А уже Б1, Б2 мы покупали здесь, по-моему, в Аликанте. Сейчас я вам покажу. Или в Амазоне, да, вот Алексей мне подсказывает. Так. И это вот такая вот книжечка, ну такая у нас А1, А2. Это призма, Nueva призма. Мы занимались по А1, А2 индивидуально в Питере с преподавателем. А здесь мы уже купили Б1, Б2 для самостоятельного изучения. Это учебник вот такой, кстати, очень, такой интересный, достаточно разные всякие занятия здесь, тексты на разные темы, экономические, политические такие, чтобы знать немножко историю Испании. А это у нас уже ejercicios, это упражнения. Кстати, здесь есть, такой, наверное, это старомодно уже с диском, но, во всяком случае, есть даже диск, и есть там всякие сайт и код, чтобы можно было заниматься уже так онлайн занятия, видимо, не онлайн, а такие, как сказать, через интернет на сайте выходить, вводить свой код из этой книжечки и заниматься. Это тоже очень полезно и интересно. Вот, так что если кому-то будет интересно для самостоятельного изучения, вот такие книжечки. Итак, друзья, вот книжечки я вам показала, по которым мы учились, и, соответственно, рассказала, что мы знали.
На сегодняшний день, конечно, мы говорим на испанском языке в размерах А1, А1+, я бы так сказала. Ну, А2 может быть так чуть-чуть, но там прошедшее время, настоящее время, их много этих прошедших времен, будущее время, соответственно, тоже. И поэтому, ну, так, поскольку у нас нету языковой среды такой четкой, конечно, и каждодневной, поэтому есть, конечно, путаница. Вы скажете, ну как в Испании у вас нет языковой среды? Вот мы живем в районе, который называется Ариуэла Коста. Относимся к городу Ариуэла, только живем на побережье, поэтому называется Ариуэла Коста. Это местечко не только там, где живут испанцы, где у них есть свои прекрасные дачи, но и там, где живет очень много бельгийцев, французов, англичан и прочих людей из разных стран. Соответственно, и русскоговорящие есть, и польскоговорящие, немецкоговорящие. Поэтому испанцев там не так уж прямо и много в плане того, что вот выйдешь из дома, и там соседи, с которыми можно поговорить, бабушка с собачкой, мама с ребеночком. То есть у нас очень много французской речи вокруг нас, нашей урбанизации, и английской речи, поэтому испанской как-то вот поменьше. Такое интернациональное местечко Ариола Коста, поэтому, чтобы найти себе среду, поскольку у нас тоже еще нет такой вот четкой рабочей занятости, поэтому с языковой средой, наверное, у нас пока с Алексеем напряжение, ну, напряженный такой момент, и мы для себя, конечно, решили, ну, или я решила, пойти все-таки на курсы языковые и прокачать вот эти наши навыки, то есть протестироваться, поучиться, потому что все-таки я считаю, что в другой стране надо хорошо владеть местным языком, и не только на уровне в кафе что-то попросить, потом счет попросить и так далее, но и все-таки уметь говорить по телефону, уметь вести широкий диалог с различными вопросами, ответами, общаться с местным населением, ну и больше как-то вот контактировать, наверное, с местным населением. Потому что на уровне простых фраз, наверное, мы все знаем, но на уровне телефонного разговора у меня еще трудности. Ну, если вы спросите, куда пойти, где учиться, например, это может быть индивидуальные уроки с преподавателем, это может быть муниципальные бесплатные курсы. Кстати, я помню историю, когда мы только приехали, Алексей записал нас в Торревьехе на бесплатные курсы, которые от муниципалитета. Ему почему-то пришло приглашение на эти курсы, а мне нет. Но он тоже там немножко затормозил с занятиями, и его исключили из этих курсов. То есть тоже какая-то такая есть сложность туда записаться и там удержаться. Но некоторые действительно заканчивают. Это были, по-моему, онлайн-курсы, а можно присутствовать непосредственно, лично ходить в класс, заниматься. Есть также платные различные курсы. Можно найти индивидуального преподавателя, носителя или русскоязычного преподавателя, который прекрасно знает испанский язык. Можно, как я уже говорила, в университеты различные испанские. Там хорошие есть курсы de idiomas, которые на прекрасном, таком высоком уровне преподают преподаватели уровень испанского языка. Кроме того, они еще рассказывают вообще о менталитете, о жизни, об укладе, истории, экономике, политике этой страны, праздниках и так далее, гастрономии. Тоже очень интересно. Поэтому варианты разные, можно их выбирать. Но опять-таки скажу, что если вот кто волнуется за детей, дети очень быстро это осваивают. Дети в игровой форме это осваивают среди своих сверстников и в среде. Поэтому за детей вообще здесь волноваться не стоит, за студентов волноваться не стоит. А взрослым людям нам просто нужно как-то найти свою методику, которая кому-то понравится там индивидуально, кто-то хочет в группе, кто-то онлайн. И, в принципе, да, заниматься испанским языком. Ну и, в принципе, если вы приедете сюда уже с какими-то навыками языковыми, то это тоже очень хорошо, потому что будет уже возможность общаться на первой ступени, как бы бытовые какие-то вопросы задавать в магазине и так далее. Меньше вам нужно будет брать помогающих людей, которые будут с вас брать, конечно, за услуги перевода деньги. То есть вы сэкономите себе средства на то, что будете сами прекрасно понимать испанский язык.
тут, конечно, можно еще, когда вы спросите, там, что посоветовать, там, мы можем вам. Вот Алексей, например, он вообще сам по себе лучше слышит иностранный язык, испанский, да, я могу лучше выразить свою мысль, а он как раз-таки слышит лучше. У меня вот со слуховым этим моментом вычленение из быстрой испанской речи каких-то отдельных слов, то есть, чтобы это сложить, для меня проблема. Но вот Алексей очень много слушает подкасты, обучающие подкасты, поэтому и, соответственно, разные обучающие по его профессиональной тематике тоже разные ролики на Ютубе, совершенно не на тему изучения языка, а на тему именно связанную вот с солнечными панелями, сейчас опять скажу, солнечными панелями, там, электротехнической тематикой, автомобильной тематикой, домостроение, то есть то, что человеку интересно, действительно. Поэтому это тоже может быть, кто любит фильмы смотреть, мультфильмы, музыку слушать. Например, наш младший сын сказал, что хорошо очень слушать песни, музыку, вот песни, да, тексты разбирать, и он так тоже прокачивает свой язык. А наш преподаватель из Санкт-Петербурга, он говорил, что смотрите мультфильмы, например, Простоквашино на испанском языке, или какие-то фильмы на испанском языке. Вот я не люблю смотреть, например, фильмы, мультики и прочее. Я лучше музыку послушаю и посмотрю текст. А еще больше мне нравится записывать, допустим, в Инстаграм, я поняла, и озвучивать на испанском языке, который я только что изучила. Но я иногда стесняюсь, и поэтому этого не делаю. Но на самом деле, когда я понимаю, что я повторяю, вот я чувствую, что я закрепляю материал, и мне гораздо легче. То есть тут надо еще свою выбрать такую методику, которая подходит именно вам, что вам интересно, и тема, которая вас интересует, она также даст вам ключ к изучению нового языка. Ну, а общаться с людьми это всегда интересно. В принципе, нам жить с нашим знанием языка здесь комфортно, я думаю. Хорошо, мы никаких переводчиков не используем, кроме Google переводчика. Я имею в виду привлеченных каких-то людей, то есть нам хватает то, что у нас наши сыновья нам переводят. Ну, а в быту вот каждый день нам хватает, в принципе, с Алексеем того уровня языка, которым мы владеем. Так что, друзья, я вам желаю никогда ничего не бояться в плане изучения нового иностранного для вас языка. Если вы не знаете еще язык, но собираетесь ехать в Испанию, вы можете научиться этому языку и здесь, потому что здесь есть и курсы, и преподаватели, и среда испанцев. Так что я думаю, что все будет у вас хорошо. Главное, смело следуйте своей цели. Я желаю вам, чтобы у вас все получалось, и вы действительно выучите свой испанский язык так же, как выучим его мы. Все, друзья, всем хорошего настроения и надеюсь, что этот ролик вам полезен и интересен. Все интересные ссылочки смотрите под видео в описании. Всем удачи, добра. Не забывайте подписываться на канал, поддерживать нас лайком и рекомендовать своим друзьям. Все. Adiós, amigos. Que tenga un buen día. Sí. Adiós. Adiós. Hasta luego.